Добрый день! Сегодня посмотрим вкратце игру «Эволюция». Базовый набор. Немножко поговорим о правилах. В составе здесь памятка с правилами игры. Вот такие фишечки. Красные, синие, желтые кубики еще есть. Их назначение позже посмотрим. Непосредственно карты. Ну и все, то есть в этом весь набор. Поэтому игра довольно бюджетная. Итак, рассмотрим правила. Значит, в начале игры раздается игрокам по 6 карт. Играть можно и вдвоем, это большой плюс, потому что не всегда компанию удается собрать. Так, раздали по 6 карт. Как выглядят сами карты? На обратной стороне мы видим таких ящериц нарисованных, то есть карта может быть сыграна рубашкой вверх, как непосредственно животное. Да? То есть сама игра «Эволюция» вообще, она моделирует взаимоотношения животных, то есть в реальных условиях. На обратной стороне указаны свойства. Опять-таки, они перекликаются, да, с реальностью. Мы видим вот падальщик, например, быстрое, какие-то паразиты, ядовитое животное. Значит, на одной карте может быть указано несколько свойств, но они указаны одно вверху, одно внизу, поэтому можно сыграть только одно. То есть игрок сам выбирает, какое свойство он хочет своему животному определить. Итак, игра делится вообще на ходы, и в каждом ходе по 4 фазы. Итак, начнем разбираться. Значит, допустим, я хожу первым. То есть первый ход, и в этом ходе 4 фазы. Первая фаза – фаза развития. Развитие – это, значит, создание животных. Допустим, я выбираю самую неинтересную мне карту и ставлю ее как животное. Мой соперник решает сделать аналогичное, также ставит себе животное. Мой ход, я ставлю себе еще одно животное. То есть, как я уже сказала, эти карты могут быть все сыграны как животное. Да? То есть, а могут быть сыграны как одно животное, а все остальное можно ставить ему как свойство. Ход, вообще фаза продолжается до тех пор, пока все не скажут пас. То есть если я могу закончить, то есть могу на этом, могу дальше начинать прокачивать свое животное, наделяя его какими-то свойствами. Итак, я решила поставить свойство этому животному хищник. То есть хищник может не только брать питание, да, из кормовой базы в последующем, но и нападать на других животных. Так, я положу рубашкой вверх карты соперника, чтобы мне было удобнее. В игре, естественно, карты мы не показываем. Итак, соперник увидел, что я поставила карту хищника, значит, я могу на него напасть. Он пытается защититься и ставит своему животному свойство камуфляж. Свойства таким образом ставятся, чтобы их было удобно видеть. Вот, как я опять-таки говорила, что можно все свои свойства одному животному прокачать, да? Можно как-то распределять их по-другому. Итак, камуфляж. На каждое свойство здесь в игре предусмотрены такие противосвойства, как бы скажем, да? Вот, я смотрю в свои карты и вижу, что у меня есть свойство острое зрение. То есть хищник с острым зрением может нападать на животное, даже если оно в камуфляже. То есть как бы защититься ему не совсем удалось. Далее мой соперник предпринимает еще другое действие, хочет защитить своего другого животного, ставит ему свойство водоплавающее. Опять-таки, это свойство говорит о том, что на это животное могут напасть только хищники, только водоплавающие. То есть это другая как бы экосистема. Да? Значит, я предпринимаю следующее действие. У меня есть такая карта «Паразит». То есть этого паразита можно подкладывать другим животным. Ну, допустим, вот сюда я положу. Что это значит? На них есть цифры. Видите, +2, на моей карте тоже есть +1. Это значит, что потребуются еще дополнительные фишки питания. И, конечно, чем больше их потребуется, тем больше вероятность, что животное не прокормится и погибнет в фазе питания. О ней чуть-чуть попозже. Итак, я свой ход сделала. Мой соперник решает поставить вот такое свойство, называется жировой запас. О нем тоже чуть попозже.
Так, ну, я поставлю еще также свойства себе, уже чтобы все карты вышли. Хотя это не обязательно, можно оставить их на потом. Даже не можно, а нужно оставить их на потом, потому что игра еще впереди длинная. Значит, вот такие карты парных свойств. То есть эта карта ставится вот таким образом на двоих животных. Значит, непосредственно это сотрудничество. То есть если одно животное получает фишку еды, второе также получает фишку еды. Значит, если животное погибает, то парное свойство погибает вместе с ним. Итак, все, карты закончились, наступает следующая фаза. Следующая фаза — определения кормовой базы. Она определяется в зависимости от количества игроков. В нашем случае 2 игрока, значит, бросок кубика плюс 2. Вот, как мы видим, 1 плюс 2, это будет 3 фишечки еды. Итак, поговорим о фишечках. Тут видно, красные есть, синие и желтые. Красные фишки – это фишки, которые определяются, они ограничены, они определяются броском кубика. Вот у нас их будет всего лишь 3. Также есть синие фишечки, это также фишечки еды, они равнозначны практически с красными, но они как бы безлимитные, да, то есть бесконечное их число. И желтые фишечки – это фишечки жир. Вот такие у нас капельки красивые. Итак, значит, у нас всего лишь 3 фишки еды. Так как это мой ход еще все длится, только уже началась следующая фаза, то есть это была фаза определения кормовой базы, теперь фаза питания. Значит, я также делаю все первое, ну и в этой фазе тоже. Я беру первую фишку еды для своего животного. Далее действует аналогично мой соперник, он, значит, берет себе фишечку еды, и так как сыгрывает парное свойство, второй получает также фишечку еды. Так, в следующем, дальше я. Мое животное, которое хищник, решает напасть на животное соперника. То есть здесь, вот, например, хочу напасть на этого. На этого не могу, потому что здесь водоплавающее. На этого могу, у него камуфляж, у меня острое зрение. Все по-честному, я нападаю, съедаю. Значит, с ним же уходит парное свойство. И мое животное получает 2 фишечки еды. Значит, для удобства я кладу одну на животное, другое здесь, потому что +1 обозначает при кормежке еще +1 фишку нужно получить. Этому животному достаточно, оно уже накормлено. И осталась еще одна фишка еды. Соперник берет ее себе. Почему он может ее взять? Потому что у него есть свойство жировой запас. И сразу же преобразовать эту фишечку еды в жировой запас. То есть он оставит себе это на следующую кормежку. Если вдруг ему не хватит еды, он этот жировой запас преобразует в еду и, соответственно, прокормится. Итак, наступает следующая фаза, фаза вымирания. В фазу вымирания вымирают те животные, которые остались ненакормленными. У нас, как мы видим, таких нет. Все, после этого убираются фишечки, все кроме желтых, потому что жировой запас остается на последующие ходы. Все, ход закончен. То есть ход закончен, 4 фазы совершились. Теперь ход следующего игрока. И в этот ход опять начинаются все 4 фазы. То есть фаза развития. Да, то есть после каждого хода раздаются карты дополнительно, я не сказала. Карты раздаются в зависимости от количества животных. То есть если у меня 2 животных, +1, мне раздаются 3 карты. Ему будет раздано 2 карты. Здесь такой момент, что вот в правилах указано, если карта вообще на руках не осталась, тогда раздается заново 6 карт. Но это уже нюансы. В общей сложности обычно карты остаются, и раздаются они после хода +1. Все, значит, следующий ход соперника, опять 4 фазы. Фаза развития, фаза определения кормовой базы бросанием кубика, фаза питания и фаза вымирания. Вот таким образом продолжаются эти ходы до тех пор, пока не закончится вся колода карт. Когда колода карт закончилась, идет подсчет очков. Очки подсчитываются по оставшимся животным, то есть за каждое животное дается там, ну, это нужно смотреть в правилах, там, по-моему, 2 очка, плюс за каждое свойство по 1 очку, плюс за вот эти единички, двоечки еще добавляются. В конечном итоге побеждает тот игрок, у которого набралась большая сумма баллов. Вот, игра очень интересная. Детям написано от 12 лет, я думаю, они раньше поймут.
Если какие-то вопросы у вас остались еще, с радостью отвечу в комментариях. Пока!